Привет всем любителям вышивки, добро пожаловать на мой канал. И посмотрела я эфир Нади с Асей и с Олей Перковской, с Леной. Оля, тебе большой привет. Оля меня там вспоминала добрыми словами. Давно я собиралась уже снять тег. Оля просила меня снять про то, как я хожу на работу. Ну, собственно, на работу я практически не хожу, я постоянно на больничных. Вот с этим мелким чудом. Вот сейчас как раз мы собрались ехать в больницу, поедем. Я за рулем поеду, уже привыкла, катаюсь по всему городу. Ну, посмотрим, может получится поснимать в больнице. Там будет видно. Съездили мы в больницу, продлили нам больничный еще до среды. То есть, грубо говоря, на 5 дней. Вот такие вот заготовки у меня получились для будущего адвент-календаря. Это отдельные части, это боковые. 2 и 1 пока нижняя готова. Как увидите, конструкция ходит. Не знаю, возможно, буду укреплять, потому что она может сложиться. Либо я приклею задник, то есть все вот эти части приклею к заднику. Я думаю, что будет держаться. Значит, как я делала? Я взяла лист пивного картона 30 на 30. Это самый большой размер, который я нашла у нас в Леонардо. И разрезала его на 4 вот таких вот полоски по 7,5 сантиметров. Вот тут 4 получается в листе. И из этих полосок я уже склеивала. Получается, одна ячейка у меня 7,5 на 7,5 сантиметров. Вот такая вот выходит. Рассчитывала я из листа, чтобы мне было удобно делать коробочки, которые будут сюда вставляться. То есть по размеру коробочек я долго думала 9 на 9 делать, 10 на 10. 5 на 5 слишком маленькие, а вот 7 на 7 как раз. Вот взяла вот такие вот, я их склеиваю. Вот видите, нарезаю, вот здесь вот склей. Склеила клеем моментом. Но опять же, конструкция ходит, для прочности я заклеиваю вот двухсторонним скотчем и бумагой сверху, чтобы не липло. Вот видите, она складывается, эта конструкция. Не знаю, буду, наверное, сейчас чем-то укреплять. Вот это 2 полоски у меня для верхней части. Вот такие вот получаются перегородочки, которые вот сюда вот вклеиваются. То есть я сначала приклеиваю перегородки и сверху уже клею крышку. И вот у меня получаются такие части. Сейчас даже не знаю, не смогу, наверное, показать, как получится, потому что у меня не стоит ничего здесь. В общем, вот так. И вот так вот будет все это склеиваться. И получится такой большой квадрат. Ну, посмотрите, потом я еще покажу. Сейчас буду заниматься вот этой частью и закреплением вот этой. Ну, такая вот получилась заготовка для будущего адвент-календаря. Получилось не особо ровно, как хотелось бы. Но, в принципе, для бюджетного варианта, для ребенка, так скажем, мне кажется, хорошо. Все сделано своими руками. Обклеивала я бумагой обычной А4 на двухсторонний скотч и на клей ПВА. Вот. Также готовы у меня уже ящички. Вот они стоят. Их мне нужно отдекорировать. 32 штучки. Декорировать буду вот такими вот бумажками распечатанными. Очень долго я их делала. Осталось мне их приклеить. Разноцветные, красивые, с номерами. И
хочу покрасить заготовку, скорее всего, в красный цвет, чтобы не было видно вот этих неровностей. Внутри, в принципе, там видно не будет, да, то есть ящик открыл, закрыл, внутренности видны не будут. А вот, вот эти вот внешние части, вот эти, их надо прокрасить обязательно. Ну и внутри здесь также будет панно декоративное. Еще не придумала пока что именно, ну посмотрим. Вот, в общем, продолжаю работать, трудиться. Уже дня 3-4, наверное, у меня на все это ушло. А еще вот делать и делать. Дима. Вот так сейчас выглядит наш адвент-календарь. Немножечко кривенько получилось, как вы видите. Я покрасила его в красный цвет. Серединку покрасила вот такой вот, таким вот синим цветом. Так, ну давайте рассмотрим его поближе. Он еще не до конца готов. Вот тут такие вот ящички выдвижные. За петелечку тянем, выдвигается. Тебе нравится? В коробочках будут лежать задания, какие-то подарочки маленькие. Вот они на каждый день, их здесь 31. Они все пронумерованы, как вы видите. Вот. Всякие разные. Рисунки брала из интернета. Вот, красила акриловыми красками. Так, нет, вот это я красила гуашью, обычной детской. Вот здесь вот по внутреннему краю обклеила бусины, такая цепочка из бусин, из фикс прайса, приклеивала на горячий пистолет. Все, в принципе, хорошо держится. Вот так вот. Так, ну здесь вата приклеена на горячий пистолет. Вот такая вот звездочка будет у нас. Она, сейчас я включу. Закручивается, она вот так вот красиво светится. Красота. Так, здесь у нас сани. Сани делала сама из плотной бумаги. Вот она, они приклеила я их к самой поверхности. Вот так вот разрисовала. Может, разрисовала не очень аккуратно, но мне нравится, как они получились. И вот такой вот там сидит Дедушка Мороз. Тоже мы его купили в фикс прайсе. Вот такие у него ножки-колокольчики. Думала сделать еще оленя, но думаю, это будет перебор. Здесь вот у нас будет стоять в этом углу елочка. Она уже готова, но не до конца. Я ее еще не покрасила. Делала тоже из пивного картона. Вырезала вот одну такую большую елку, потом две вот таких. Ну, это все закрасится, будет аккуратнее смотреться. Вот сзади. Здесь такая стойка, на которой она будет стоять. И все это покрасится, будет выглядеть поаккуратнее. Вот эти вот отверстия. Сюда вставлю булавочки. И на них будут цепляться игрушки. Игрушки тоже уже купила, часть еще надо будет докупить. Вот, не знаю, наверное, тут приделаем звезду красивую. И хочу сделать еще снежинки свисающие вот здесь вот сверху, чтобы было объемнее, красивее. Не знаю, может, думаю, сделать, может, еще мешок с подарками красный, дедоморозовский. Или подвесить его сюда, или просто поставить. Ну, посмотрим, в общем, что-нибудь еще сделаем. В итоге получается такая вот красота. Мне очень нравится. Сейчас буду красить елочку, и потом еще в конце, когда все будет готово, покажу вам, что же получится у нас в конце.
еще хочу показать вам, из чего я делала сами коробочки. Да, в принципе, брала один лист бумаги плотной, довольно-таки плотная она, складывала в форме коробочки, вот здесь вот степлером закрепила стенки, и потом здесь приклеивала вот этот вот шкутик и закрывала вот таким вот треугольничком, остатками от коробочек у меня оставались, и вот так вот сверху приклеивала картинку с цифрой. Вот такая вот коробочка аккуратненькая получилась. Вот делала из такой вот я бумаги. Планшет для творчества называется. Покупала я в Леонардо. Здесь, по-моему, 20 листов. Вот такого большого формата А3. Они разных цветов. Здесь 5 цветов были. Вот такие красные, вот такие вот желтые, зеленые, синие. Нет, 4 цвета, да, было по 5 листов каждого. Вот ими я пользовалась. Еще хочу показать вам свою первую шапку. Я связала ее из вот таких вот ниток Alize Superlana Maxi. Значит, здесь у нас состав 75% акрил и 25% шерсть. Вот такие вот ниточки. Ушло у меня почти 2 мотка вот таких. И вот такая вот шапка с таким бомбоном у меня получилась. Вот резинка такая складная. И понравилась эта шапка моему ребенку. Я вяжу ему по его заказу такую же, только меньше. Я не стала делать складную резиночку. Вот здесь я вяжу ее 2 на 2. Там у меня была 1 на 1, тоже с косичками. И сделаю такую небольшую, тоже будет с помпончиком. Вот у меня пошел 3-й моток еще. То есть вот остаток от 2-го ушел. И еще один я купила. Итого получится вот так. Не знаю, интересно ли вам будет смотреть. Там у меня там куча мала намешана в этом влоге. Ну ладно. Надеюсь, когда-нибудь я все-таки его выложу. Не жаркая она, но мне нравится. Для нашей зимы как раз, пока у нас еще сильно холодно не было. Вот когда прохладно было, мне было тепло. Вот рисунок, такие косы нашла на ютубе. Здесь на сужение пошло. Вот, слишком длинную я довязала, она была чуть раньше вот так сужать, наверное. Первый опыт все-таки. Не знаю, мне нравится. Бончик. Классно сидит она. Я покажу заодно свои продвижения, чтобы потом в отдельном видео не выкладывать, раз уж я снимаю и сегодня планирую смонтировать и выложить вам, пока солнышко светит. Он, наверное, сильно ярко даже будет. Вот такая вот красота у меня получается. Я уже добавила бисер. Смотрите, это просто... Вообще без понятия, как я буду оформлять. Я сначала думала сделать батончик. Я, в принципе, из-за этого только и начала вышивать. Потому что очень хотелось мне попробовать батончик сделать. Вот, осталось тут сверху еще немножечко. Перетянула на куснапы, как вы видите, потому что на пяльцах пережималось, все было неудобно. Вот, а теперь все отлично. Вот, осталось мне чуть-чуть довышивать. Пока с этим адвент-календарем времени не хватает. Использовала я здесь 4 цвета бисера. Такой вот фиолетовый, зелененький, желтенький и вот такой вот красненький. Снежинки сделала металликом, серебряным, и вот 2 большие снежинки золотым. Вот елочка. Елочку вообще мне очень понравилось вышивать. И подарки. Подарки получились немножечко неаккуратными. Использовала здесь сатиновые нитки DMC. И сверху бэкстич делала в 2. Поэтому как-то неаккуратно смотрится. Но такие пухленькие подарочки получились. И очень мне нравятся вот эти вот игрушечки 2. Такие вот. Очень классно на них бисер лежит. Вот, вышивала также вот этот последний стежок. Не знаю, как он называется. Внутри там такой квадрат, ромбик. И сверху такие как паутинки. 2 цвета. Вот как здесь, тоже коричневый и оранжевый.
Вообще классно получается. Всем советую. Это просто реально новогоднее удовольствие. Ладно, сейчас я покажу вам еще котика и буду монтировать видео. Вот елочка красавица у нас получилась. Я ее покрасила. Покажу поближе. Вот такой ствол. И сама она зелененькая. Нарисовала еще тут огоньки светящиеся, как будто это гирлянда. И, как вы видите, покрыла блестками. Сзади просто, сзади ее не видно будет. Покрыла блестками, нашла у себя вот лак, покупала. Сейчас я лаками не пользуюсь, пользуюсь шелаком. Вот он у меня стоит, пропадает, думаю, надо использовать. Ну, вот так вот получилось. Сюда будут вешаться игрушечки. Еще пока не знаю как. Я думала, может быть, вставить булавки вот в эти кружочки вот сюда внутрь, чтобы головка торчала, чтобы за нее можно было подвешивать игрушечки. Ну, не знаю, сейчас я подумала, что, мне кажется, она у меня туда не влезет, эта булавка. То есть я ее физически туда не смогу засунуть. Может быть, отломать кружочки и приклеить их на горячий пистолет, тогда можно будет за них цеплять. Либо может купить еще вот такую вот штучку, бусинки поотрезать и тоже повклеивать. Но они такие довольно-таки большие по размеру. Вот такие вот подарочки я взяла. Тоже все из фикс прайса. Вот такая вот коробочка, набор. Вот здесь вот такие вот обычные звездочки, подарочки, шарики и колокольчики. Обычные пластмассовые такие колокольчики. И вот я хочу, чтобы он их как-то привешивал. То есть посмотрим, еще подумаю. Либо я буду делать что-то другое. То есть еще подумаю, а это где-то здесь для украшения буду использовать. В общем, еще не знаю, пока думаю. Еще задание даже не думала. Вот. Неровно стоит. Вот. Но осталось снежинки сделать и мешок для игрушек. Вот такая звездочка, конечно, мне очень понравилась в фикс прайсе. Всем советую ее купить. Светящаяся. Ну вот, пока такие продвижения. Наверное, уже буду монтировать да выкладывать видео. Чтобы вы посмотрели, мало ли кто захочет сделать тоже для своего ребенка такой же. Так что потом еще, может быть, буду снимать, покажу, какие задания я придумала и как в итоге украсится вот эта вот центральная часть. Вот такие вот продвижения у меня в котике. Здесь ничего не продвинулось. Продвинулся такой камин у меня. Я его наконец-то практически закончила. Вот видите, еще остался бэкстич и уйти наверх. Вот наверху остался маленький кусочек схемы. Там буквально 10-15 клеточек вверх. Здесь вот остался маленький у меня пропущенный кусочек. Дело в том, что нитки я вышиваю, цвет убираю. Пропустила 4 полукрестика, отметила, что вышила, а на самом деле я еще не вышила их. Ну вот, такие вот продвижения у меня в котике. Надеюсь, скоро закончу уже этот камин. Поднадоело мне немножечко. И перейду, собственно, к самому котику. Ну и, в принципе, там уже конец. Там останется картина небольшая. В общем, осталось немного. Мне нравится вышивать. Я прям кайфую, когда вышиваю. Вот такие вот у меня продвижения в моих работах. Ну все, на этом буду заканчивать. Спасибо всем за ваше внимание. Надеюсь, вам понравился этот мини... Или, может, не мини, я еще не монтировала влог. Оставляйте свои комментарии, пишите, нравится ли вам видео в таком формате. Спасибо всем за внимание и до встречи в следующем видео. Всем пока!